Сегодня мы рассмотрим замечательную тему про секс и поведенческую экономику, или как мы выбираем партнеров. Человеческую сексуальность можно обосновать с позиции поведенческой экономики. Выбор партнера и последующее развитие отношений – процесс хорошо предсказуемый и во многом просчитываемый. Все дело в явлении, которое ученые назвали гедонистическая адаптация. Этот термин означает способность приспосабливать наши потребности и запросы к окружающим реалиям. Ассортативные браки. Возможно, браки и впрямь заключаются на небесах, однако у психологов и экономистов есть иное логическое объяснение того, почему конкретно эти два индивидуума образовали пару. Люди выбирают партнеров, находящихся на их собственном уровне привлекательности. Возможно, это положение многим интуитивно ясно, однако всегда приятно, когда есть научные факты, подтверждающие подобные догадки. Красивые встречаются с красивыми, слишком грубая трактовка тезиса. Речь идет также об уровне образованности, материальном достатке, родословной и множестве других факторов. Понятие мезальянс в культуре существует именно потому, что в глубине мы считаем, чем более похожи у влюбленных природные данные и внешние жизненные обстоятельства, тем гармоничнее будет их союз. Такие браки и называются ассортативными. Из-за усложнения социального и экономического уклада количество ассортативных браков неуклонно растет. К примеру, если в 1960 году только 25% мужчин с университетскими дипломами женились на женщинах с высшим образованием, то к 2005 доля таких супружеских союзов возросла до 50%. Помимо увеличения совокупного дохода домохозяйств, ассортативность браков ведет к улучшению демографической ситуации. Правда, объяснить эту закономерность наука пока не может. Такой расклад выглядит выигрышным с точки зрения общественного прогресса. Но каково приходится тем, кто ощущает себя далеко не топовыми игроками на сексуальном рынке? К примеру, те, кто не имеет престижного образования и привлекательной внешности, не унаследовали серьезных капиталов, как они выстраивают свою личную жизнь. У поведенческой экономики есть ответ на этот каверзный вопрос. Эксперименты на сайте знакомств. Изначально у исследователей было 3 гипотезы относительно линий поведения слабых игроков в кавычках на сексуальном рынке. Первая. Смена эстетических критериев. Вторая. Переключение внимания на другие качества человека. Третья. Отказ от адаптации. В первом случае предполагается, что человек меняет свои представления о сексуальной привлекательности партнеров, убеждая в этом себя и окружающих. Это у тебя лицо страшненькое, ты на ее изгибы посмотри. Во втором человек начинает смотреть за внешность и ценить в партнере другие качества. Чувство юмора, общительность и тому подобное. Эти вешалки все дуры высокомерные. А это хоть и не 90-60-90, но с ней есть о чем поговорить. Наконец, в третьем случае отказ от адаптации. Человек не соглашается умерить свои аппетиты. Мне нужна королева, красоты и больше никто. Эти 3 гипотезы было необходимо проверить на практике. В качестве площадки для испытаний исследователи выбрали сайт Hot or Not, который является не столько сервисом знакомств, сколько социальной сетью для ранжирования фотографий по 10-бальной шкале привлекательности. Ресурс позволял убить одним выстрелом нескольких зайцев. В первую очередь портал давал возможность выявлять пользователей с невзрачной внешностью, то есть тех, кого низко оценивают другие посетители сайта, и смотреть, как они сами оценивают внешность других. Анализ массива данных показал полную несостоятельность первой гипотезы про смену эстетических критериев. Оценки, которые выставляли эти пользователи сайта другим, вполне вписывались в общий тренд. Вне зависимости от того, какой была их собственная внешность, люди были согласны с тем, что Анджелина Джоли и Брэд Питт – это хорошо, а Квазимода – не очень. Первая, вполне логичная на первый взгляд гипотеза потерпела крах, за ней пала третья. Сайт предоставлял возможность пригласить того или иного человека на встречу. Кнопка «Meet me» под фотографией, анализ запросов пользователей, имевших низкие позиции в рейтинге привлекательности, позволил опровергнуть третью гипотезу про отказ от адаптации. Они старались приглашать на свидания тех, кто, предположительно, не откажет им. Эксперименты с быстрыми свиданиями. Сайт позволил опровергнуть предположения 1 и 3, однако вторая гипотеза об акценте на других качествах партнера оставалась непроверенной. На сайте все строилось вокруг оценки внешности, поэтому для ее проверки этот ресурс не годился. Исследователи остановили свой выбор на формате speed dating и провели серию тестов с участниками.
Испытуемые ответили на вопросы о своих приоритетах в поиске сексуальных партнеров перед тем, как усесться за стол и начать знакомиться. После каждого раунда им также приходилось отвечать на вопросы исследователей, что понравилось и что не понравилось в человеке. Проанализировав ответы на эти вопросы, исследователи пришли к двум выводам. Во-первых, люди, не отличавшиеся внешней красотой, изначально выдвигали такие критерии, как чувство юмора, порядочность и так далее. Но что еще интереснее, так это их впечатление от быстрого свидания. Если верить тому, что они сказали исследователям, встретиться во второй раз им намного больше хотелось с собеседницами и собеседниками, которые обладали желаемым набором качеств, которые они приоритетно для себя определили, чем с теми, кто был внешне привлекателен. Это позволило сделать вывод, что гипотеза 2 верна. Никто из этих добрых людей не просыпается утром с мыслью, а ужас, что это рядом лежит. Тотальный гедонизм. Феномен, который стоит за вышеописанной мутацией взглядов, называется гедонистическая адаптация. Это инструмент, позволяющий нашей психике приспосабливать реальность под себя таким образом, чтобы избежать сильного дискомфорта. Каждому индивиду свойствен определенный уровень удовлетворенности жизнью, к которому он регулярно возвращается, несмотря на пережитые потрясения или, наоборот, радостные события. Боль от потери конечности со временем притупляется, равно как и радость от повышения на работе. Сексуальный партнер, который изначально рассматривался как проходной вариант на полном безрыбье, со временем может обрести в ваших глазах новые, привлекательные черты. Гедонистическая ловушка. Гедонистическая адаптация, вне всякого сомнения, призвана защищать нашу психику. Однако этот механизм со временем притупляет не только негативные, но и позитивные эмоции. Не случайно в английском языке наравне с hedonic adaptation часто используется термин hedonic treadmill, то есть гедонистическое колесо, в котором современный социум вынужден бежать как белка. Радость от карьерных достижений, любовных отношений и новых покупок у большинства людей очень быстро ослабевает. Чтобы поддерживать желаемый уровень удовольствия, мы вынуждены рваться дальше вверх, по головам окружающих, менять сексуальных партнеров и покупать новые вещи. Проблема настолько серьезная, что для нее существует даже специальный термин «безрадостная экономика» или «экономика без удовольствий», если быть совсем точным, выход из гедонистической ловушки. Поведенческая экономика рекомендует по возможности распределять акты потребления во времени. К примеру, первое. Закупать свой гардероб по частям, а не полностью, чтобы каждая вещь приносила отдельную радость. Второе. Регулярно проводить время вдали от своего сексуального партнера, чтобы избежать гедонистической адаптации и превращения отношений в серые будни. Третье. Вкладывать деньги в впечатления, а не в вещи. Выбирая между диваном и прыжком с парашютом, с точки зрения поведенческой экономики, необходимо выбрать прыжок с парашютом, так как адаптация с диваном сойдет на нет очень быстро, а прыжок с парашютом вы будете вспоминать очень долго. Иными словами, необходимо дробить удовольствие. А вот неприятные моменты в жизни, наоборот, лучше стараться переживать на одном дыхании. Канал носит научно-популярный характер, поэтому просим подписаться на канал и поставить лайк, чтобы видео получило больший охват у зрителей. Спасибо.